Это Yamaha GT 125. Вы на канале Тайские тропы. И я вам расскажу, как я арендовал целый год этот мопед. Плюсы и минусы. По плюсам я могу сказать, что преобладает намного больше, чем у больших мотоциклов или скутеров. У него нету старт-стоп системы. У него есть экономный режим, который показывается на приборной панели, когда ты не топишь и максимум едешь до 70 км в час. Он очень маневренный, многие его называют как велосипед. Из огромного плюса есть кикстартер. Если у вас сел аккумулятор или заглох, или какая-то проблема, вы можете поставить на эту подножку, не на добавочную подножку, которая вот она, поставить на эту подножку и завести его с кикстартера. Показываю как, если кто не знает. Так, и понятное дело, ногой мы ее просто тыкаем. На то он и кикстартер. Это огромный плюс, когда у вас сел аккумулятор по каким-то причинам. Вы всегда сможете завести и уехать. Из больших плюсов здесь есть ручник. Вы подъезжаете на светофор, и дабы не катиться, а просто остановиться, вы нажимаете тормоз и пальчиком утапливаете вот эту штуку, кнопочку. Если вы хотите тронуться, вы просто отжимаете обратно, она отстрельнула, и вы поехали спокойно по делам. У него есть надпись LED Headlamp. Ну да, это в принципе неплохо. У него неплохая фара, выглядит он достаточно броско, но освещение у него вечером очень слабое. Мне не хватает. Заезжая на заправку, когда у тебя на красной линии уже стрелочка, то есть она даже, может быть, и упала практически. Заезжая на заправку, ты говоришь «Please full bag 91». И это сразу же получается одинаково 100 бат. Ну, то есть там 5,5 литров в бак у тебя остается на красной линии пол-литра. Доехать хватит достаточно хоть куда. Проверено за год пользования. Как мы видим, здесь есть дисковый тормоз. И он вполне очень информативно работает. Сзади у нас простейший барабан на тросике. Ничего не поменялось. То есть простейший барабан на тросике, который можно подкрутить, подвинтить. Это подтяжка, это настройка. Вы можете подкрутить, чтобы у вас было лучше. Или ослабить. Совсем вам забыл сказать. При моем росте 167 сантиметров, да, невысок, и в весе где-то 78 килограмм, он одного человека очень вполне депортирует в разные места. Из-за этого большой плюс. Если вы высокий человек, здесь очень мало места под ноги, то есть вы ставите... У меня 41 размер, то есть вы можете посмотреть. Если у вас будут кроссовки или что-то еще, я думаю, вам будет неудобно, вы будете сидеть или так, как-то ногу ставить. В остальном тут простой доступ, простой ключ, ничего такого. Стартер, сигнал, поворотники, не забывайте включать, не забывайте выключать, ближний, дальний. На этом все, управление закончилось, ничего нету. На данный момент за год пользования я, наверное, проехал 1008 или 9 километров на нем. И вполне неплохо он себя отслужил. Плюс за пользование года у меня задняя покрышка полностью закончилась. И там камера стоит. И поскольку покрышка закончилась, был пробой камеры, заменили колесо. Как бы кто в аренду сдавал, они молодцы. То есть оперативно сказали, куда доехать. Конечно, не забрали, пришлось накачать самим, куда доехать. И все решилось, поставили новую покрышку. А вот спереди вы можете видеть, она уже подустала. То есть в дождь я не советую кататься с таким протектором.
он не сможет справиться при повороте. Сейчас мы посмотрим подсидельный бардачок. Открывается против часовой стрелки, сразу отщелкнулось, открылось. Здесь есть заправочный бак. Понятное дело, заправочный, логично. Здесь мы видим вот так вот документы лежат, JBL Charge 3. И видите, в принципе, место или один шлем, или ваше все, что вы хотите положить сюда. Очень эргономично и хорошо сделаны вот эти перья, или как это называется, потому что, могу объяснить, смотрите сюда. Если мы сюда что-то кладем для перевозки, мы можем резинкой и здесь зацепиться, подойти, и здесь. То есть мы обматываем и цепляемся. То есть у него есть вот это место, это очень хорошо. На многих мотиках я это не видел. Задние фары не светодиод, простые лампочки, но все отлично отрабатывает, все хорошо. Родной глушитель, который не орет и не дает по мозгам. Это в Таиланде все знают. Тут мода на глушители типа Акрапович, в общем, прямоток. Давайте заведем эту технику и послушаем его. Так он не заведется, нужно зажимать обязательно тормоз. Но вот таким образом мы можем сделать ручник и просто завести. Это простое воздушное охлаждение. Никакой жидкости. Примитив самый простой. Еще я заметил одну особенность по поводу тормоза переднего. Когда вы нажимаете передний тормоз, вот я сейчас задний уберу, мы, может, услышим, может, увидим, его начинает более трясти, то есть идет нагрузка не на лампочку заднюю, а скорее всего в этой системе существует на дисковом тормозе на переднем аналог ABS. Что-то, какой-то вспомогательный усилитель идет. То есть при нажатии он начинает вибрировать. Ну, то есть идет нагрузка на генератор. Но если мы нажмем задний тормоз, никакой вибрации нету, потому что там тросик. Так что тут японцы что-то придумали интересное. Если говорить про пассажира, который сзади садится, есть, конечно же, подножки. Давно никого не сажал, аж приржавели. Есть подножки, и получается, у нас можно спокойно сидеть, и человек может, ну, девушка, конечно, не только тебя обнимать, но если она не хочет тебя обнимать, есть эти перья, крылья, которые очень удобно держаться. Это, скорее всего, силуминовые. За год пользования, не знаю, что это такое, но какие-то термиды или солнце. Здесь за год пользования начала расходиться сидушка, ну, обшивка седла. Было сделано тряпочка и герметик сверху. Вот он немного виден. В остальном я больше видел плюсы у этого мопеда. И сразу могу сказать, что аренда мопеда мне обошлось в месяц по хорошему прайсу 2000 бат. Это видео сейчас выходит, неизвестно, как будет в сезон. Не могу ничего сказать. Контакты я оставлю снизу, если интересно. Вы всегда можете отзвонить, русскоязычные вам ответят. Русские сдают. Кстати, если вы вообще первый раз знакомитесь с техникой, но хотите передвигаться в Таиланде, в Паттайе вообще, вы не сможете завести его, если он у вас стоит на этой подножке. Не забывайте, на вот этой подножке там есть концевик, короче, какой-то коннектор. И из-за этого, даже если я нажму на ручник и попытаюсь завести, он не будет заводиться, пока мы не уберем подножку. То есть вы должны полноценно сесть, и тогда он заведется. Или на вспомогательной подножке для ремонта и всего остального.
Максимальная скорость его составляет 100 км в час. С горочки 104 км в час. Но это не та техника, которая должна быстро ездить. Это городская. Городская маленькая техника для качественного передвижения твоей пятой точки. Не без грешка. В смысле, маленький грех с моей стороны, как водителя, есть. Эту царапину, я арендовал, эта царапина моя. Согласен. Признаю. И извиняюсь перед техникой, что я испортил. Я это сейчас восстановлю и отдам обратно. Заказаны запчасти. Пластик, хотя он достаточно живой, пластик, треугольник и вот эта часть. По ВИН-коду в оригинальном магазине Yamaha. Плюс наклейки новые заказаны. Я отдаю его обратно в аренду. Даже, может быть, вы сможете его потом взять. Масло тут меняли, конечно, заменят еще. Подводя итоги этого видеообзора и прощания с моим вжиком, который я арендовал год, я могу сказать, что мне очень он понравился. Если вы стартуете первый раз и вам нужно снять что-то такое на одного человека или даже на 2 человека, и вы не так много весите, для вас это будет самый идеальный выбор цена-качество. Во-первых, он очень маневренный, он легкий. Между машин неплохо передвигаться, если вы уже ощущаете габариты. Габариты у него очень легко ощущаются. Кстати, зеркала достаточно информативные, если вы их настроите хорошо. Настраивать нужно так, чтобы у вас в этой части был виден локоть. Тогда у вас все получается. Все, у нас депортирована запчасть. Поставлена новая в цвет, полностью идеально. Наклейки тоже хорошие. Но это полиэтиленовые прозрачные, а тут цельные. Но это все отдадим, также пригодится, кто мне сдавал целый год этот байк. Здесь нет ни правил, ни стен, ни оков. Город мерцает, как сотня снов. Мир прыгнувший в бездну и ночи злой. Мысли бегут за мной, как тень. Ветры свободы меня обняли. Они кричали громче, чем сигналы. Под звездами я нашел свой путь. Все ночи неба не дадут уснуть. Портная дорога зовет меня в ночь. Мотор ревет и я мчусь прочь. На Yamaha GT лечу сквозь свет, оставляя позади неоны шумный след. Здесь нет ни правил, ни стен, ни оков. Город мерцает, как сотня снов. Мир прыгнувший в бездну и ночи зной. Мысли бегут за мной, как тень. Ветры свободы меня обняли. Они кричали громче, чем сигналы. Под звездами я нашел свой путь. Все ночи неба не дадут уснуть.